Ну, что должно быть, то и будет. Но это уж один Господь Бог знает. Я фаталист, понимаешь? Что мне предсказано свыше, что мне предначертано, то и будет. Я просто устал. А вот я не знаю, что делать. Для меня действительно просто не существует такого понятия будущего. А для меня нет никаких перспектив. Да и я не стремлюсь к ним. К перспективам. Потому что мне всегда это претило. Это перспективы маленького человека. Купить телевизор, холодильник, жениться, ходить на работу. И после работы смотреть телевизор, листать вечерку, и чтобы на кухне суетилась жена. Готовила ему пожрать. И все. Вот такие перспективки. А я всегда от этого бежал, от этих перспектив. Ну, просто целое поколение было потеряно. В школе сталкивались постоянно с ложью, с фальшью. Фальшь прежде всего. Их цель была навязать нам понятия какие-то. А у меня всегда было желание отличаться от стада, выделяться как-то. И волосы, естественно, поскольку нас всех заставляли стричься.
это и явилось следствием просто моего протеста против вот этих вот школьных норм. А потом уже другое. Но потом меня стало тянуть к этой молодежи, которая была мне незнакома, вызывала мое любопытство. Это было непонятно прежде всего. Ну и мне это нравилось, что они не похожи на всех. Ну, все было так опутано тайной. Как-то свои тусовки, там, интересовались своими какими-то вещами. Ну, какие дела? Вера в людей. Почти как у красных. Свобода, равенство, братство. Там была формальная свобода, а эти люди стремились к настоящей свободе. Ну, как они ее для себя понимали. Земляничные поля, свободная любовь. Отказ от служения в армии. Просто те, которые были в 70-е, уже отошли, кого пересажали, кого положили, кто сам умер. А просто это уже было второе или третье поколение тех 70-х. Они тогда во что-то верили, а сейчас просто никто ни во что не верит. Остаются только внешние формы, длинные волосы, стрёмный прикид, а уже веры в это братство, в Битлз ничего не осталось. Осталась вот склонность к различного рода допингам. А уже идеалов никаких нет. Тогда были. Это была такая девочка вообще. Ее звали Земляника. Вначале ей только пыхать давал, а сам торчал. А Светка хотела. Злилась страшно. Ну и в конце концов и допросилась. В первую в Москву обливалась земляникой. Передознулась сразу, а потом привыкла. Ну и понеслась. Мы вмазывались на ночь, а утром уже кумарило. Вмазывались прямо в постель. По 3 куба, потом шли на кухню. Догоняли там еще по 4. И только тогда начинали как-то тусоваться. Светка ставила чай. Вот и начинался новый день. Да я никогда об этом не задумывался. Ну, чем это чревато? И откуда мне было просто все это узнать? По книгам, по рассказам. Наркомании. Но я никогда не думал, что это так серьезно. А потом уже было поздно. Вначале просто ели солому. А потом съездили в Питер. Там я увидел, как все это делается. Вот, не сам делал, а просто смотрел. А когда приехали, вписали нескольких человек, и они варили у нас там. Но я все время присутствовал при варках и понял, как это делается все. А когда они уехали, то у нас остались полуфабрикаты. И я попробовал, как это сделать. Получилось. Ну и пошло. Но пока была солома, как-то не задумывались. А когда закончилось и начал ломать, то тут засуетились уже. Ну, все как в тумане. Я с трудом припоминаю все это. Но потом Светка забеременела. Вот, а дозу набили уже такую. И мне приходилось вмазывать ее каждый день по несколько раз.
И я понимал, что я убиваю ее и ребенка, но выхода другого не было. Я осознавал, что я подонок, убийца, но все равно я верил. Господь не оставит нас. Была мысль только, чтобы Светка выжила. Ломались мы даже. Сколько ломались-то? Месяц. В январе. 30 дней не двигались. Она уж была беременна. Ломаться же нельзя при беременности. Там же все перестраивается. Хранит нас Бог. Как она рожала-то? Нормально? Ну, я приехал с работы. У нее уже схватки начались. Я ее вмазал, оставался последний раствор, я все изогнал, чтобы на дольше хватило. Через полчаса мне звонят, говорят: поздравляем вас, дочка. Я побежал туда скорее. Она встать еще не может, на первом этаже. И у меня одна мысль была, чтобы она осталась жива. Мальчик или девочка родится, не интересовало. Хоть кто пусть рождается, лишь бы она. А потом выходил с территории роддома, и у меня просветление это такое, вера. Она хотела Алисой назвать, но это пошло. Я приходил к ней каждый вечер. С заправленной машиной. А медсестры не мешали? Я через окно палаты ее вмазывал. Она высовывалась, как будто поговорить. Я ее вмазывал. Потом паровозы. Через шланг. А как это делалось? Ну, если так курить, дым пойдет в палату, а там не курят. И я штакет вставлял в шланг по диаметру. Давал ей конец шланга и вдувал. Она выдавала в окошко. Каждый вечер 5 дней там пролежала. И какая доза у вас была? Маленькая, мы сбили до предела. Стакан где-то. Это где-то рублей 30 в день, а потом что, с ребенком сюда, да? Да. С ребенком сразу сюда. Здесь ничего не готово. Она вообще не умеет ни кормить, ничего. Не знает, как обращаться. Готовить не умеет. Ей дают такую куклу: найди домой, поздравляем. И здесь домодозняк и набили за первые 3 месяца. Я вмазывался и прямо на приходе бежал в ванну на пеленке. 3 раза в день перестирать. Все пеленки. Это что-то. Что, сами варили здесь? Да, я варил. Вначале пеленки выносили, а потом пусть висят. Вот прямо здесь? Да, затыкали только щель здесь под дверью, чтобы в комнату не шло. И открывали окно и укутывали с понтом гулей. На одной конфорке Светка ей варит, на другой конфорке я нам. Двухконфорочная плита была. Веселая жизнь. Спать нельзя, каждые 3 часа кормить. И никто не помогал. Вот потом начали уже. В лохмотьях, во всяких там обрезках, без денег.
Я вот не понимаю, как они жили. Ну, конечно, они все распродали. У нее и магнитофон у Светки был, все, а так ничего не стало. После 8 класса она перешла в 72-ю школу. И вот и началось. До этого она училась хорошо и занималась, и уроки делала. А как в 9 класс пошла, так стало так уже. И я перешла на другую работу, мне нужно было перейти. Я в ателье работаю, а потом на завод пошла. Ну, конечно, так смотреть я за ней уже не смогла. Ну вот, в 10 классе несколько раз меня вызывали. То пропускала уроки, то так что. Но потом сказали, что ее отстранили от экзаменов. Я поехала в ОРНО, ну потом с директором школы. И вот не пришла она, и в эту ночь она не пришла ночевать. Значит, она с этим, с Лешей, где-то просидели всю ночь до утра, когда сдавали первый экзамен, это русский язык. Вот так и началось, с этого все и началось. Потом она с этим, с Лешей стала. А потом вообще из дома ушла. Стали ездить, где они были, я уж не знаю, везде ездили. Несколько раз обращалась в милицию я, в детскую комнату. Ну а что они? Говорят, преступлений никаких нет. Ждут, когда совершится какое-то преступление. Но она еще не занималась этим делом. Я, например, за ней не замечала. Но а потом я стала, смотрю, ну я вообще с наркоманом никогда не имею дела, даже не представляю, что это такое. А потом смотрю, у нее глаза такие, я говорю, что с тобой? Пьяный, не пьяный, а что? Ничего. Ну, в этот вечер я и попала, конечно. Потом она ночевать не пришла. Вот так с этого началось, он не знает чего. После 10 класса вот он как-то не мог найти себя, не мог решить, что ему учиться или работать. Ну, в общем, как-то вот началось такое вот тяга к тунеядству, что ли, в общем, чтобы ничего не делать, чтобы получать только. Стал увлекаться вот этими магнитофонными записями. Начал, в общем, их менять, доставать, переписывать, вот как-то на все это вот убивалась. Когда он стал увлекаться наркотиками, я даже, в общем, не заметила. Вернее так, сначала он несколько раз пришел выпивший, но с интервалом, но так крепко довольно, такой, но размягченный, так, в общем. Вот. А потом, значит, это прошло. А потом он стал приходить домой вот такой какой-то дурной. Но я никогда с наркотиками дела не имела, никогда не видела, не обращала внимания. Вот. Придет, я, значит, видишь, какой-то он такой, знаете, на веселье. Я спрашиваю, Алешка, ты что, выпил? Нет, мама, нет, ну вот, ну понюхай, вот дыхнет мне в лицо. Действительно не пахнет. Мам, да что ты, вот так, все. Мне в голову это не приходило, потому что до этого я вообще как-то в то время еще и не писали о наркотиках, и я понятия не имела, и все. Знаете, тут на 50% болезнь все-таки, а на 50% распущенность. Может быть, был отец, этого бы не было. Был бы кто-то, понимаете, кто его, может быть, он бы побоялся или там, по морде бы надавал ему. Ну, я виновата тут в том, конечно, что очень я тяжело переживала вот смерть мужа, год плакала, а он и ушел как-то от меня, понимаете? А мы были очень близки, Алешка был со мной ближе, чем с отцом, но все-таки он отца боялся. И знаете, а это очень важно все-таки, чтобы дети боялись отца. Отца я любил. Он был ихтиологом и постоянно ездил по экспедициям. Его по полгода не было. И он пил. Я тогда еще не врубался, от чего он пьет. Но мне кажется, он просто чувствовал эту фальшь. Фальшь, понимаешь? Дома была бабушка, мама. Во всем создавалась такая чистота, цивильность. У них был граммофон, и дедушки присылали каталоги с названиями грампластинок. А бабушка отмечала там, что им нужно. Ну, потом им привозили эти пластинки. Они слушали граммофон в комнате, увешанной клетками с волнистыми попугайчиками, персидскими коврами. Наглухо. Мне все время в пример ставились дедушки. Один дедушка академик, другой дедушка военный. Вот. Но на самом деле дедушка был не совсем военный. Он был
заместителем начальника главного управления лагерей. Ты его отправили в отставку, когда сняли Берию в чине генерал-лейтенанта. Но об этом никогда мне не говорилось. Вот дедушка читал лекции по истории партии в ЖЭКе. А в свободное время разгадывал кроссворды, играл в преферанс с бабушкой и с его бывшими сослуживцами. Но они расписывали пулечку на даче целыми днями. Мы так близки, что слов не нужно, что повторять друг другу вновь, что наша нежность и наша дружба сильнее страсти, больше, чем любовь, веселье час и боль разлуки. Хочу быть с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года. Веселье час и боль разлуки хочу делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года. Ну что, возьмем друг другу руки и в дальний путь на А в 9 классе я начал бухать. Я продавал книги. Как-то залез к бабушке на книжную полку. И за каким-то трехтомником Некрасов или Гоголь я обнаружил архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Ну, это вообще крайне меня удивило. Потому что мне с детства вообще внушали, что Солженицын — это враг народа, это предатель, мне говорили. Ну и чтобы у бабушки была такая книга, это вообще было для меня просто ударом. Бабушка считает себя образцовой гражданкой, свято верит в победу коммунизма. И когда ко мне приходили на ту квартиру друзья, то она кричала: «Я тебя сдам в КГБ, ты не работаешь, ты сидишь на шее у матери». А сама она вообще всю жизнь не работала. За нее работала домработница. Но сейчас ей уже 83 года. И со смерти дедушки прошло 10 лет. Я до сих пор помню, как его хоронили. Приехал автобус солдат, был салют, играл оркестр, несли медали на подушечках, на атласных. И я живу среди этих мертвецов, среди призраков прошлого. Они верили свято, а жили сами в пятикомнатной квартире, затаривались на рынках по спецраспределителю. Когда в стране был голод, карточная система. Этот салют до сих пор во мне звучит. Я бегу от этих ген всю свою жизнь.
посмотрите, какие у меня стали глаза. Я же выплакала, начиная вот со смерти мужа. Первый год я плакала просто по мужу все время. А потом вот с 83-го года и начались вот эти вот, значит, попытки к самоубийству у него. Ведь за 4 месяца он 3 раза резал себе вены. 3 раза же он резал себе вены. И все-таки это же мальчишка, и все-таки он приходит же ко мне, понимаете, а потом, когда ему голову проломили, к каждому звонку я ведь подпрыгиваю, ведь я на ночь выключаю телефон, потому что я боюсь, вы понимаете, как постучали в дверь, как позвонили в дверь, как ночью зазвонил телефон. Ведь я же, понимаете, я все время на вулкане, я всю жизнь на вулкане. Раньше я не мог ударить человека, а сейчас я ударил бы не задумываясь. Раньше я подставил бы левую щеку, а сейчас ни за что. Раньше я жил иллюзией, как я теперь думаю. Для меня существовала любовь, ну что-то там, вера. А теперь я слушаю металл, и он мне дает такое настроение, ну, металлическое. Понимаешь? Металл! Вас понял. Вы смотрите, что там. Мы высылаем автобус группы захвата. Как поняли? О, бежит. Придержим немножко. Вы далеко не бежит, накроем. Как понял? Вас понял, хорошо. Уже ребята выиграли. Понял. Пока я торчал, я думал, я буду торчать вот до предела. Либо пока сам не подохну, либо пока за мной не придут. Тогда я просто поставлю какой-нибудь станковый пулемет и буду отстреливаться до последнего патрона. Я просто не мог позволить, чтобы меня посадили в камеру хотя бы на 12 часов. Потому что через 10 часов у меня бы начали уже отмирать конечности. Как дела? Доложите обстановку. Находимся в районе Конопляного поля. Задержана группа неизвестных. Обыск ведем. Ведем обыск. Надели уже шприцы ампулы. Ты знаком с чернушкой них? Заметные? Ты еще напишите. Как понял меня? Пусть у меня мозг работал не на 100%, а на 20%, но все равно я знал все вперед, я чувствовал себя полноценным человеком, понимаешь, потому что я не зависел ни от кого, я зависел только от самого себя. Готовим экспертизу. Осторожней с этими, с клиентами. С обыском, возможно, оружие. Как понял? Отлично понял тебя. Отлично понял. Ищи нас. Как понял? Пузырек был нашей жизнью. Без него мы никуда не ездили. Ну, 5 минут — это снова человек. Я привык создавать свое состояние собственными руками. Я не имел права упустить хотя бы один день, потому что я был не один, я был со Светкой. А я любил ее просто. И я не мог позволить, чтобы ее ломало, кумарило.
Светка всегда была ребенком, сидела на моей шее. Я помню только Варку и как растворитель глаза разъедает. А она помнила приходы и кайф. А как ноги болят, как кумарит, она это не запоминала. Она даже вмазываться сама не умела. Но она была полностью не приспособлена к жизни. Маршрут был простой. От вокзала до Стрелки. Ну, там узнавали друг друга по глазам, затаривались быстренько. Потом обратно на вокзал, покупали билет на обратный поезд. Ну, а до поезда тусовались по городу, вмазывались в породниках. Кино, кофе. Ну, те же лица, знакомые, уже новые, которым еще все в кайф. С того же поезда, на чужом празднике, который уже для нас давно кончился. Знаете, она пришла на один день, не на один день, на несколько часов пришла и ушла опять к нему. И чего они там сделали, что она вот он попал в больницу. Он якобы говорил, что это Лешка, что она его очень просила, чтобы он ей это... В общем, они не кололись сколько времени, да? А здесь говорит, что она очень просила, чтобы он ей двойную дозу. Ну вот. Ну, там были, говорят, еще две девушки какие-то. Ну, в общем, это сделали ей двойную дозу, и, говорит, это он ей... И потом, говорит, вроде с ней так-то не обратили, она говорит, ой, ну, в общем, вроде того, что хорошо, как она сказала вроде бы, что хорошо. А она потом, эти девушки смотрят, говорят, ой, она теряет сознание, все такое. И, ну, в общем, они ей стали искусственное дыхание делать. И, в общем, одна девушка говорит, давайте выведем ее на улицу. Ну, а Лешка говорит, что вы мне хотите посадить, меня сразу посадят. Надо было видеть эту Свету в тот день, когда ее забирали в больницу. Не знаю даже как, сейчас сравнение не могу подобрать. Как на дне у Горького в ночлежке пьяницы в тряпье вот в этом валяются на полу. В таком виде она и была. Понимаешь, Света, у меня перед глазами было твое лицо мертвое, понимаешь? 1,5 часа я тебя качал, ты врубаешься на кумаре. Ты же вмазалась, мы не вмазались. Ты как рухнула, понимаешь, я начал себе выбирать. Вот. Ну, привык, что ты обычно отваливаешься. Вот. А Катька тебя толкает, Света, а ты уже все, понимаешь, ты ноль. Я тут машину бросил, она говорит, она отключилась. Ты понимаешь, у тебя на глазах прямо вот так вот морщины все покрывается. Глаза вот так вот закатились, понимаешь, и губы посинели. Я машину в сторону, что делать, Катя? Представляешь, что со мной произошло? Ты просто врубись. Я до сих пор не могу поверить, понимаешь? Эти 1,5 часа были для меня полжизни. Ты врубись, Светка. Ты думай, Светка, думай. Надо, понимаешь? Светка. Тебе надо было со стороны на это посмотреть, Светка, на себя. Катька тебе в рот вдувает, а я у тебя на грудной клетке так прыгаю, потом ногами вот так вот, понимаешь? В груди, ноги в груди. Скажи спасибо, что помяли. Могла бы не помяться. Просто после того, что с тобой произошло, понимаешь, меня не стало.
Я не мог тебя видеть, пойми. Просто это же было моими руками сделано. Все, понимаешь? Это все было сделано моими руками. Правильно, ты говорила только, понимаешь, а я делал. И потом твои синие губы, это старческое лицо, понимаешь, мертвое. У меня до сих пор твои синие губы, понимаешь, и все. Но ты врубилась хоть во что-нибудь, нет? Светка, ты не врубаешься. Это не ты тогда кинулась, а я, понимаешь? Ты уехала сюда, я там и остался так дохлый. Ништяк. И все, это твои последние слова. Я так с этими словами остался. А потом эти дни, понимаешь, в этих стенах. Лежал просто, понимаешь, один. Никто не звонил, не приходил, понимаешь, я просто был один. Меня не было меня даже одного не было в Кали. Я знал, что ты здесь, понимаешь, что ты живая, все. Но меня уже не было. Женских отделений наркологических для лечения больных наркоманиями вообще не существует. Куда кладут дальше? Психиатрические больницы, психически больные. Представьте себе больную с наркоманией, попавшую в острое, буйное психиатрическое отделение, где психически больные, тяжело больные. Она постоянно в стрессовой ситуации пребывает. И рассчитывать на успех лечения в таком отделении невозможно просто. То есть все идет на смарку. Она зря отвлекает на себя медперсонал, зря занимает койку там. Я чувствовал, что чаша переполнена, что все так дольше продолжаться не может. Но это была не жизнь просто, а сплошная адская кухня. И все время, пока мы торчали, у меня единственное было желание переломаться. Даже не желание, мечта. Но мы постоянно опускались обратно. Сколько ни пытались. Светка лежала в психушке, ну, в Кащенко. А я месяц еще проторчал один. Но тогда я понял, что дольше так продолжаться не может. И другого выхода, как больницы, уже просто нет. Либо больница, либо смерть. И я выбрал больницу. Решил лечь сам. Теперь карманы покажите, пожалуйста. Не выворачивай. Достань. Сам.
прощальными ударами. На земле спокойно дети спят. Спят мои отчаянные парни, спят мои седовые гагарины, носики, курносики спят. Почта представляет. У меня алкогольное отделение. Я добровольно беру лечить наркоманов. Хотя приказом у меня ни одной койки для них не отведено. Больные согласны на любые условия здесь и лечатся. Происходит преждевременное старение организма. Это на наркотиках группы опиума и получаемых из мака. Поражается печень, поражаются почки, поражается мозг, сердце. И старение организма происходит в 10 раз быстрее, чем с наркоманы, они выглядят старичками. Если превысить дозу терапевтическую в 10 раз, человек умрет. Раньше так иногда кончали жизнь самоубийством. Красивое самоубийство. Не вскрытие вен, но инъекция наркотика и растянувшееся по времени самоубийство. То есть по Фрейду прямо. Как он трактует алкоголизм и наркоманию, это тенденция к самоуничтожению. Но Леша не совсем типичен. Но с такой формой наркомании много людей. Не сегодня эта наркомания началась. Она и не прекращалась никогда. То есть есть годы, когда происходят спады наркомании, есть годы, когда происходят всплески наркомании. Это связано с теми или иными социальными явлениями, происходящими в стране. Как у нас, так и на Западе. Но на Западе может быть усиление безработицы. И у нас то же самое. Появление каких-то негативных явлений других влечет за собой рост в этой наркомании. Для Леши лечение эффективно. Мы можем снять влечение к наркотикам. Ну, не полностью, конечно. Полностью снять очень трудно. Можем восстановить ему физическое состояние, которое в результате длительного отравления у него тоже наружено. Он истощен, как вы видите, ослаблен. Леша, несмотря на свой возраст, он не может выполнять физическую работу какую-либо. Можем мы ему улучшить это состояние, но ведь Леша может опять попасть в ту же среду, из какой он к нам пришел. В среду наркоманов, которые опять будут в результате употреблять наркотические средства. Ну какая была жизнь? Адские кухни и ломки. При ломках ноги болели так, что просто хотелось взять пилу и отпилить. В Одессу ездили ломаться. Нас сняли с поезда в Житомире. Пролежали там 60 суток. В больнице. А в надзорной палате страшно вспомнить. Лежат с белой горячкой, вот, которые первые дни поступили. И вот так вот 60 суток. А потом 50 суток в Кащенко. Дочку увидели только через 4 месяца. Ну, а потом, когда Светка уже выписалась, то Вера ее не узнавала.
высокая требовательность, критика и самокритика, широкий демократизм и гласность. Христос увереннее набирает силу. Мы в эту абстиненцию, ломку, как они ее называют, мы можем вылечить за неделю. Ну, еще неделю мы можем снять у него перепады настроения резкие, и он успокоится. Это еще длительное время понадобится для того, чтобы как-то приобщить его к работе, включить в ритм нормальной жизни нашего общества. Пусть Новый год станет годом новых побед труда, разума и гуманности, значит, мира и добра. С Новым годом, дорогие товарищи! С новым счастьем! И такой был разговор. Всю ночь мы с ним проговорили. Он говорит: мама, я все понял. Ну, все такие правильные слова говорит. И буду работать, и хочу работать, и Свету в струне буду держать, и домом займемся, и Верочку возьмем. И когда вот человек так говорит, понимаете, ну невозможно не верить. Я переломался. И я сломался. Сломался в больнице, понимаешь? Ну, все. Безысходность. Я лежал сутками дома, глядел в потолок. Никому не был нужен. Раньше были какие-то товарищи, деловые знакомые. А теперь я был уже никому не нужен. Телефон молчал. Раньше я прикалывался к цветам, картинам, книгам. А после больницы я не мог ни читать, ни видеть все это. Мне просто хотелось взять канистру бензина, облить все это и спалить. Но до больницы у меня была хотя бы вера в себя. А сейчас я даже себе не верю. Хоть я и не торчу, понимаешь, там, я от одного зла избавился, но, по моему мнению, я упал еще ниже. Я не верю ни во что. Не верю в то, что могу устроиться на работу, что могу наладить свою жизнь, что вообще все будет нормально. Просто как-то потопил все. Возможности взять вашего Шурникова у меня нет. И пользуясь тем, что здесь немного народу, которые могут мои слова передать и размножить, я вам скажу, что таких подонков, как он, раньше мы не то что не брали на работу, а насильно им стригли волосы овечьими ножницами. Я уверен, что если бы не было сейчас такого послабления, не было бы этого поколения. Он уволился. У него справка наркологическая. Он наркоман. Что толку от него? Пусть станет человеком. Это не человек, это полчеловека. Чтобы не взять этого органически мне противного человека. И пока я на этом месте, я его не возьму. При Никите Сергеевиче нам разрешалось принимать кардинальные меры. Моя бы воля. Я всех этих молодых людей поставил их на самую тяжелую работу. В урановые рудники. Я сталинист и по своему убеждению против этой молодежи, которая может завести неизвестно Вышел куда. из больницы с желанием начать новую жизнь. Найти какое-нибудь занятие, работу, что угодно, лишь бы заполнить то, от чего я убежал. Но меня не брали никуда. Везде ведь смотрели прежде всего на справку из наркологической больницы, потом уже на мой внешний вид. Ну и, естественно, я везде получал отказ. Потом я потерял уже всякую надежду. Появилась только
пустота. Поэтому надо постричь. Что Алешку нигде не возьмут, если он придет постриженный нормально. А с такими волосами нигде не возьмут. Так и крутятся одно за другое. Они берут, значит, разочарование в обществе, в строе и так далее. И все вот эти вот крамольные идеи начинаются. А зло все в волосах. Заход! Нам не хватает рабочей силы. Там люди работают. Работать надо. На метрострой, тебе показали свободу. Как? На метрострой. Людей, которые ходят на бульвары, пришли, допустим, нет. Не поверишь, и такой неаккуратный не был, что там спустил волос. На кого ты похож? На дикобраза, ты работный человек. Где твоя культура? Ты еще о культуре говоришь. Где твоя культура? В чем она? Я художник, это моя культура. Я работаю с художником. У меня художники приходят почистые, старое поколение. А вы все не промытые. Пойди в баню помойся, на тебе 20 копеек. Пойди в баню помойся, на. Как тебе не стыдно позорить мать, отца, художников, таких как Репин и Саврасова? Вы знаете, что дед был еще... Как вам не стыдно их? Да еще вы представляете художники. Какие вы к черту художники? Что ты И вообще я бы издала закон, по которому бы запрещала у нас носить длинные волосы, потому что я считаю, что начало падения – это длинные волосы. Не может быть порядочный человек с длинными волосами. Вот ловите, стричь, и все. И вот потлатые, вот хиппи там, они колются там. Да чем они колются? Да вот это наркоманы. Вот посмотри на наркомана. Раньше, когда видели волосы, говорили, это хиппи, там, пацифист. Теперь говорят наркоман. Мне режет ухо это слово, понимаешь? Слов не нужно, что повторять друг другу. Теперь нас поставили на учет в наркологический диспансер. Наши данные сообщили в милицию. Несколько раз делали обыски среди ночи. Для них мы были просто клиенты. Ну, участковый вызывал, брал подписки об обязательном устройстве на работу в течение недели. 3 подписки и год тюрьмы за тунеядку. Ну, короче, нам уже уготовили новые перспективы. Лучше выявляйся в больницу. Не идти у них на поводу. А если человек сам хочет... Пусть их наш строй вынудит лечиться. Нетерпимость больше должна быть к ним. Когда их вынудят лечиться. А если они уже преступники, они подлежат уголовной ответственности. Я провел в камере всего 30 суток. Дело закрыли за недостаточностью улик. Но мне вообще этого хватило. Я просто понял, что это такое. Что означают эти от 3 до 15. Ну, потом уже встречал многих из вышедших. Это другие люди. Когда они садились, они еще верили во что-то, кроме наркотиков. А вышли с верой только в это. Закаленные такие. А в перспективе нормальная уголовная жизнь. Постоянный торч. Уже свои законы, правила, расклад, свой кодекс чести, свой мир. Ну, понимаешь, у них другого пути уже нет. Все, глаза такие волчьи. Не зря же настораживает общественность в плане того, что может произойти рост наркомании. Мы должны подняться всем обществом, чтобы не превратилась наркомания в социальное бедствие.
знаете, не хочу сейчас думать об этом. Ну вот, допустим, что будем делать, если атомная бомба на нас упадет? Ну вот когда упадет, тогда будем думать. Вот погибнем все и все, потому что, может быть, он сейчас кольнется, пойдет и его машина задавит, и тогда нечего будет думать. Я говорю, что просто потому, что я уже ничего не могу придумать. Ну, был, конечно, последний вариант. Купить 2 стакана, лечь в горячую ванну и сделать себе золотую маску. Передознуться, но не сделал. Наверное, инстинкт самосохранения. А как кидаются, я хорошо знаю. Неоднократно присутствовал. Понимаешь, в это вообще невозможно врубиться. Что вот самый близкий человек, и тут вдруг у тебя остаются телефоны, адреса, его планы, иллюзии, и все. Ты помнишь его голос, видишь его дом, но его уже нет. Летальный исход бывает в конечной стадии наркомании. Организм не в состоянии выровнять постоянство внутренней среды. И в первую очередь страдает сердечно-сосудистая. Ну а что еще остается? Выйти на улицу и кричать «Я против»? Заняться политической борьбой, теперь это модно. Искать, кто виноват. Прорвало. Лучше уж райком какой-нибудь взорвать. Это не пустые. Но это тоже фальшь. Статья 50 Конституции СССР. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления развития социалистического строя гражданам СССР гарантируется свобода. По-моему, это агония. Для кого-то это желание просто восстать из пепла. А для меня это просто выражение такое, трупятина. Нет, ну мне кажется, если они вышли, то просто они еще во что-то верят, к чему-то стремятся. Просто так же не будешь стоять там с плакатом с этим. Кто-то еще верит. Я бы лично не встал бы. Я бы просто присутствовал как сторонний наблюдатель. Вот такая уже работаю. 34 года одна работаю. На 9 домов. Ну, потому что каждый останется при своем. Рванина чертова, я вас постреляла к черту. При своем мнении. Понимаешь, я стоял перед выбором. Либо Светка, и тогда прежняя жизнь, либо разрыв. Но ради веры, ради себя, в конце концов. Мне всегда казалось, что я сумею заставить ее соскочить. Но у каждого из нас свой путь. И мы расстались. Вмажь меня. Я говорю, тебе хватит и куба. Нет, мне нужно 3, я первая. И она то и дело сныкивала пузырек, откраивала себе побольше. И за каждый децилов была склока. И нас связывал только вот этот кайф. Ну, понимаешь, там опрыскивают маки, ну, как стали их тормошить, а он черви, вот белые такие, знаешь, как опарыши. И другой сорт, красные маленькие такие. Ну, мы выковырили всех этих червей, просушили, нужно действительно было выбросить. А мы съели его. Вообще встать не могли. Ну, все прям внутри
как будто все внутренности гнилые. Знаешь, у меня еще шизуха, что как червяки развелись. Ну, охренеть, он хочет взять веру, ну, в смысле, лишить меня материнства, родительских прав, потому что они работают вообще. Сказал, что он меня не отдаст. Ну, матушка, она привыкла, понимаешь, к ней, ей как дочка. И отец тоже. Знаешь, как они переживали, прям жалко стало. И потом Вера тоже, она привыкла уже к матери, вот моей. Плачет там. Сейчас куда я ее возьму? На тусовки, что ли, на эти? Слышал, что у нее гепатит, ну это заражение через шприц. А она из больницы сбежала. Ну, а мне, в принципе, все равно. Где она, с кем? Тусуется где-то. Ну, просто не хочу вспоминать об этом. Ну, все разрушено. Депрессия, упадок. Вообще все. И невозможность осознать себя, врубиться во все. Понимаешь? Ну неужели это все? Ничего другого нет и не будет никогда. Жизнь прожита. И кругом виноват ты. Единственное, что остается, это искуплять свою вину, свои грехи перед всеми. Перед всеми вообще. И полюбить всех. Или стать маленьким человечком, таким обывателем, тихим. Нет, это не по мне. Меня от этого блевать тянет. И я ни о чем не жалею. Ребенок болеет все время. Нервы. Из детсада звонят, чтобы забирали, потому что у нее там истерики. А теща ее в этот детсад специально пихает, чтобы моя дочь говорила стул и портфель, чтобы ей вдалбливали там идеи марксизма, дедушку Ленина. Ну как же, заводской детсад. Простая женщина. Вышибли дверь в квартире, забрали ребенка. Теща орала, что мы морим ее голодом, что мы наркоманы. Но мне трудно было с Верой, а потом она привыкла, успокоилась. Даже лицо изменилось у нее. Ну вообще я встретил человека. Она тоже прошла всякое. Мы понимаем друг друга. Это главное, по-моему. Так нормально, без обломов. Сделали ремонт. Она там все вычистила. Такой классный флэт. Собираюсь подавать в суд, чтобы Вера жила у отца.
я думаю, если Вера будет со мной, то мы сумеем ее воспитать нормально. Чтобы она верила мне и вообще верила. И чтобы ее сия чаша миновала. Ну, сейчас не торчим, пока не тянет. Она как-то сдерживает, в отличие от Светки. А на даче там маки такие на соседнем огороде. Бошки с кулак. А нам так пофигу. Я не знаю, живу ли я вообще. Существует ли все это? А иногда мне кажется, что это какая-то большая новая иллюзия. Тусовки, все эти планы. Ну, что вообще ничего нет. И меня уже нет. Есть только ожидание апокалипсиса. Не знаю, не знаю. Было лето, был ребенок. Все было хорошо, были какие-то надежды. Леша как-то очень, в общем-то, воспрял духом. Потом он устроился на работу. У него, значит, месяц, так сказать, испытательный срок. Все там издевались над его волосами. Потом этого ребенка у нас отобрали. Суды, милиция. Он болел, его, естественно, уволили. Потом я стала беременна, какие-то надежды появились. Но вот этот вот ребенок, вот, который будет, понимаешь, это не есть, это будет когда-то. И он сорвался. Он был в невменяемом состоянии. Он думал, что он станет легче, а потом вот как-то все вот образуется. А на самом деле стало легче, а потом еще хуже. Кайф есть кайф, и нервы есть нервы, и, естественно, нервы садятся. И это легче, оно просто ведет в ад. Вот, это я сплю крепко. Привезли 5,5 кубов калипсола, блядь, из которых 2,5, ну 2 моих, а я спал пьяный. Спите чуть-чуть, господа, блядь, когда вокруг вас друзья, блядь. Друзья все гитару привезли. А, сука, я нахожу пустой пузырек. Это что называется, блядь? Нет вас? В какую? Покажи. Где дырка? Покажи мне свежую дырку на моих руках. Ты тварь! Берите меня, тварь. Слышишь? Давай резче, а делай быстренько и резко. И забыла все, понимаешь? Я не понял. Я что, рекламирую, а? Это маленькая точка, понимаешь, во вселенной, где я могу делать то, что я хочу. И тут же меня, понимаешь, здесь, в этом оазисе. You're
Было бы ужасно, если бы Лёшка был такой же, как все, серый. Если бы он шел вместе со всеми в какой-то борозде. В нем просто нету фальши, а это самое главное, что вообще должно быть в человеке. Он просто понял, что так больше продолжаться не может, и он хотел покончить с собой. Это были очень тяжелые дни. Вот он 3 дня хотел, значит, вздернуться как. Я его от этого, в общем-то, удерживала, и я это, что, в общем-то, у него будет ребенок. Ему было очень плохо, у него были истерики, потому что вот какой-то уже предел настал. Просто уже был вообще уже такой пик, что он мне сказал, ну давай, вызывай мне скорую, мне помогут. Но я, откровенно говоря, хуже, чем эта больница, не видела. То есть это просто тюрьма. Он сказал, что он верующий. То есть с него там стали этот самый его крест, снимать. Ну и потом его стали бить. Санитары в приемном отделении. Они его стали бить, рвать у него волосы. Ну, этот крест ему, естественно, бритвой срезали. Ну, в общем, у него отобрали все, вплоть до очков и трусов. Его сразу, значит, положили на вязки, то есть привязали к кровати, хотя он был спокойный. Вот, потому что он сам хотел лечиться, и он сам, в общем-то, туда поехал. Да, это дурдом. Но это даже хуже, чем тюрьма, потому что в тюрьме можно что-то передать. Трудотерапия это да. Работа. Там, в просторах вселенной, человек еще острее ощущает любовь к родине, осознает, что понятия прошлое, настоящее, будущее складываются в понятие вечное. Человечество ответственно перед своей планетой. Путь наш неуклонно лежит к новым завоеваниям, новым открытиям, достижениям, новым высотам прогресса. И нет таких сил, которые смогли бы помешать нам заставить сойти El mayor problema es que tanta acumulación de gente va a terminar siendo una ciudad despoblada dentro de algunos años. Challenger, go with throttle up. Challenger, go with throttle up. Will you please get over there? Выше, выше! Держи это место! Держи! Tarpaulins were converted into whale harnesses, 4 of the whales secured inside them. The plan was to tow them out to sea, the theory being that the other whales would hear their distress calls and follow. Entrance. But the other whales refused to follow. After 3 days of stress and confusion, they were reluctant to leave the harbour sanctuary. Divers tried hard to push them out. They simply turned around and headed back. Whales being told turned around to face the harbour in case their distress calls weren't being heard by the others. Immediately, the other whales rushed to join them. About 3 kilometres offshore, the whales started to move ahead. Ну, я искал работу год. Потом взяли по блату учеником каменщика.
Какой из меня каменщик? Ну что я строю? Строю, чтобы строить. На меня смотрели, как на идиот. Не подходил. И меня уволили. Выделялся из общей массы. Я вообще не вписываюсь никуда. Нет мне места в этой жизни. В детстве я жил такой достаточно наивной жизнью. Мечтал о путешествиях. Ну, помню всякие коллекции отца, ракушки, кристаллы. Тогда я тоже мечтал увидеть мир. Мария. Такая романтика. Такой кайф круг. Мне казалось, что впереди большое путешествие. Мир полный чудес. Мне кажется, что этот процесс необратим уже. Потому что он совершенно из другого мира, у него абсолютно другие взгляды. Его везде принимают за какую-то петрушку. А он это чувствует. Он гордый человек. Но и в клетке он тоже вот не смог сидеть. И я знала, что это очень плохо все закончится. Известная как идея отчуждения. Объективно эта идея выражала протест против антигуманистического характера. Проблема отчуждения разрабатывалась в политической философии. Идеалистическая интерпретация, более полно разбил объективный мир выступает как отчужденный. И он был помещен в такую, в общем-то, сказать, специальную палату, в надзорную, где его постоянно обыскивали, где он даже не мог чая выпить. Но, сказать, однажды я его, сказать, увидела вот с такой вот окошко, я увидела, что у него все лицо вообще в синяках, что он ужасно какой-то вообще, сказать, торможенный, ну, то есть ужасное состояние, еще хуже, чем было дома. И мы с матерью просто с его пришли к зав, значит, отделением с этой распиской, что мы его хотим забрать. И там, в общем-то, начался, ну, крик, скандал и все такое прочее. Мы за это, сказать, отвечаем, и вообще ничего этого не будет. А если вы его, значит, еще и увидели, то только я вообще ему, значит, сделала вот такие уколы, что он вообще встать, значит, сказать, как бы с самой кровати не сможет. Но он, в принципе, решил бежать, и причем он сказал, что он будет бежать оттуда, и все об этом знали. Вот эта смена, которая, значит, сказать, дежурила, они сидели и обсуждали, что вот один у них прыгнул, сломал там обе ноги и шею, а другой у них прыгнул, сломал то-то, то-то и то-то. Это в надзорной палате. Но там же он дошел до полной астении вообще, то есть вплоть до того, что он в туалете смог через вот эту вот самую решетку узкую пролезть. Там 3-й этаж, как вот в обычном доме 5-й. И внизу там голый асфальт. Голый асфальт. И он прыгнул. Я не знаю, что он будет прыгать. Я не думал, мне было все равно, выживу я или нет. Я лежал на асфальте, потом бежал на сломанной ноге, босиком в одной пижаме. Ехал потом в автобусе, весь в крови. А рядом были люди нормальные. Это что, мода такая? Ну, понимаешь, я просто там подыхал уже. А их шокировал мой внешний вид. Как же погано надо жить, чтобы столько злобы накопилось, чтобы
Каждый думает о себе. А ты хочешь что-то кому-то доказать? Ты думаешь, ты покажешь, и они прозреют. Они выйдут из кино и скажут, таких не лечить надо, а стрелять. Ублюдков. Пойдут домой жарить курицу. И все, Алис. Хватит, поснимались. Не лезьте в душу. Не знаю, что лучше. Жизнь во сне или сон в жизни. Каждому свое. Или вечное блаженство. Или в гиену огненную.